Друзья, для нашей любимой группы Этери Тутберидзе, мы создали второй канал на ютубе, Team Тутберидзе Видео, на котором будут новые видео и короткие видео-шортс. Подписывайтесь на наш второй канал, чтобы ничего не пропустить, будем очень рады вас там увидеть. Ссылка на канал будет в описании, и на главной странице нашего YouTube канала. Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Судья по фигурному катанию предрек войну против россиянок, закулисный процесс пошел. Российский судья по фигурному катанию Александр Веденин поделился ожиданиями от Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Судья вспомнил, как перед Олимпиадой 2018 канадские функционеры влияли на фигуристку Евгению Медведеву, которая заняла второе место. «Нам надо сильно напрячься. Закулисный процесс пошел, и куда он приведет?» Недавно свергли с пьедестала российских художниц, которые казались непобедимыми. Следующие виды спорта – фигурное катание и синхронное плавание. Правда, я пока не вижу девочек, способных одолеть наших звезд. Алиса Лью была супер, но прошлый сезон она провалила. Происходить все начнет задолго до Олимпиады, в начале сезона. Важно отслеживать, против кого развяжут информационную войну, кого будут гнобить за ребра и недокруты, как в свое время Медведеву. Надо внимательно следить, что обсуждают в ИСУ и судейской коллегии, что там витает в воздухе. Процесс низвержения лидеров начнется как раз с этого незримого воздуха. Александр Веденин рассказал, что канадские функционеры специально создавали проблемы российской фигуристке Евгении Медведевой. Канадские функционеры вообще умеют все хитро организовывать. В свое время они через прессу боролись с Женей Медведевой, побеждавшей на каждом турнире. Ближе к Олимпиаде у канадцев появилась звезда, Кэтлин Осмонд. Активная, эмоциональная девушка. Тяжеленькая, правда, но так она и летала в соответствии со своим весом. В интернете стали часто как бы невзначай появляться ролики о том, как плохо прыгает Женя, с недокрутыми и неправильными ребрами. Сравнивали оценки за качество с юной Ким, хотя здесь вообще разные эпохи и судьи. То есть зрителю через интернет внедряли мысль, что у Медведевой все хуже. Это заранее продуманная акция, которая в итоге отразилась на оценках Жени. Только эти интриганы не просчитали, что в решающий момент появится Загитова. В результате они придавили Медведеву так, что она проиграла своей же россиянке, а канадка Осмонд все равно осталась позади. Такие вот закулисные игры, которые можно выявить, только когда ты в теме, сообщил Александр Веденин. Также Александр Веденин прокомментировал выступление россиянок Елизаветы Туктамышевой и Анны Щербаковой на чемпионате мира в 2021 году. По уровню энергетики Аня Щербакова вылетела вообще за пределы Солнечной системы. «Я имел счастье наблюдать лично», — восхищенно заявил Веденин. Судья отметил, что Щербакова в сравнении с Елизаветой Туктамышевой исполнила все элементы более качественно, легко и завершенно, особенно вращения и шаги, и добавил, по выразительности Аня не катает программу, а проживает ее как актриса или балерина. Веденин отметил, что у Туктамышевой лучший прокат сезона был на командном чемпионате мира.